Всех любителей вязания. Приветствую, меня зовут Настя. Сегодня я бы хотела рассказать, как я делаю свою горловину, точнее, как я вывязываю свою горловину и считаю ее идеальной. Здесь фабричный край, вяжем резиночку, любую 1 на 1 или 2 на 2 и ложная кетлевка. Ложную кетлевку заканчиваем либо лицевыми петлями, в конце 7-й ряд здесь будет, либо же изнаночными. У меня есть два вида на канале, но мне больше нравится изнаночными. Вяжу, конечно же, я не только горловину там у джемпера, я вяжу таким способом еще, конечно же, и шапки. Толстая пряжа. На толстой пряже тоже обалденно смотрится. Посмотрите, какая красота. Согласитесь, такую шапочку приятнее носить. Вот все эти шапки есть на канале, внизу оставлю плейлист. Вот это, кстати, будут спрашивать, я уверена, постоянно почему-то и спрашивают, это Alize Суперлана Миди. Вот этот блеск, это от Миди серия. Шапочка вот с таким на макушечке помпончиком. Тоже все они есть на канале. Нам понадобится основная ниточка и понадобится вспомогательная ниточка. Смотрите, основную берем, это у меня Alize Angora Gold. В 100 граммах 550 метров. Складываем ниточки 2. Желательно вот эту нить бросовую взять в контрасте, чтобы она отличалась от основной нити. И чтобы она была такая не ворсистая. Берем гладкую, либо хлопок хорошо подходит, либо вот Alize Diva. Нормально, у меня кусочек остался. Оставляем 5-6 сантиметров. Смотрите, и прихватываем их вместе со спицей. Все, никуда нитка не денется. Основная у нас сверху и вспомогательная внизу. Теперь пальцами левой руки ныряем и держим здесь, зажимаем. И начинаем самый обычный набор и не затягиваю. Внимание здесь, кратно 4 набираем, если резиночка 2 на 2, значит, соответственно, набираем количество петель кратно 4. Набор петель при фабричном крае делим, мне надо набрать 140 петель, делим на 2. Получаем 70 петель. Ровно в половину набираем меньше. Итак, я набираю вот таким обычным способом. Хвостики у меня висят. 70 петель. Ровно половина от нужного количества петель. Так, я набрала свои 70 петель по 35 на каждую. Мне так будет удобно вязать. Кончик нити можем отрезать спокойно. Больше нам ниточка вспомогательная не нужна. И смотрите, значит, выравниваем все. Вот у нас изнаночная наша сторона, к себе поворачиваем, смотрим, чтобы ни одна петля не перекрутилась у нас. Ну и можно для помощи себе, смотрите, вот этот кончик, это основная нить, которая идет у нас к клубку, и вот этот отрезанный кончик, который я только что отрезала, мы сможем узелочком небольшим таким аккуратным завязать вместе с двойной ниточкой, где мы начинали набирать, откуда мы начинали. Связали это дело, чтобы он никуда не потерялся, и начинаем вязать. Делаем накид и провязываем лицевой петлей. Вот какую вы будете вязать, классической или бабушкиной, здесь абсолютно не важно. Снова накид, лицевая. И это у нас второй такой подготовительный ряд. Первый набор и второй ряд мы вяжем накид и лицевая. Накид, лицевая. Весь ряд до конца. Накид не пропускаем, от этого очень много что зависит. И второй ряд закончили накид и 1 лицевая. Так как мы начинали с накида, поэтому в конце у нас 1 лицевая. Третий ряд начинаем вязать. Который у нас был накид, мы будем вязать его теперь изнаночной петлей. Я вяжу классическими, потому что меня спрашивают, почему я так выворачиваю петлю. Это не вывороченная никакая петля, это обычная классическая петля. Так, изнаночная. И лицевую мы снимаем нить за работой. Кто знает, что такое полая резинка, то есть мы сейчас будем вязать несколько рядов полой резинкой. Третий ряд. Изнаночную провязываем, лицевую снимаем. Снова изнаночную, которая у нас была накидом, прям как есть ее, не скрещенной, никакой не скрещенной, просто провязываем. Тоже без разницы, классической или бабушкиной. Я вяжу классическими. Лицевую снимаем, изнаночную провязываем, нить за работой. Снова лицевую снимаем, изнаночной провязываем накид. И так далее, весь круг до конца. Закончили третий ряд, значит, изнаночную провязываем, лицевую сняли, нить за работой. Теперь начинаем 4-й ряд. Мы теперь будем снова провязывать лицевую петлю. Значит,
изнаночную снимаем, нить перед работой. Внимание, здесь получается 2 петли будут сняты. Лицевая в конце ряда у нас осталась, а изнаночная в начале ряда. Изнаночную сняли, нить перед работой, а лицевую будем провязывать. Это 4-й ряд. Вяжем лицевые, нить перед работой, изнаночную снимаем. Лицевую провязываем. Изнаночную снимаем, нить перед работой, лицевую обычно провязываем, без разницы бабушкиной или классической. И вяжем весь ряд до конца. И заканчиваем 4-й ряд. Изнаночную снимаем, нить перед работой, заканчиваем ряд, у нас лицевой заканчивается, а начинается с изнаночной. Так, лицевые, 4-й ряд мы провязывали лицевые, изнаночные мы не провязывали. В 5-м ряду будем снова делать наоборот. Изнаночный теперь провязываем. Берем, у нас начало нового ряда начинается с изнаночной петли. Изнаночную провязываем, 5-й ряд. Лицевую не провязываем, нить за работой. Лицевую снимаем, изнаночную провязываем, 5-й ряд. И по кругу до конца. То есть изнаночную провязываем, лицевую сняли. У нас лицевой петлей закончился ряд. В принципе, заканчивается, да? Потому что начинали мы с накида, который потом сделали изнаночным. Начало у нас идет с изнаночной петли. Так, 6-й ряд, он будет последний, потом будем переходить уже на резиночку. В 6-м ряду снова, смотрите, лицевая у меня снятая, изнаночную снимаю нить перед работой. Как и все предыдущие ряды, где мы снимали изнаночную, всегда, когда снимаем изнаночную, нить перед работой. А лицевую будем провязывать. 6-й ряд. Изнаночную снимаем нить перед работой, лицевую провязываем. И в 6-м ряду подхожу, у меня осталось 2 петельки, изнаночную я снимаю, лицевую провязываю. Все, у нас заканчивается ряд на лицевой петельке. Все, это 6-й ряд. В 7-м резинку, собственно. Для этого, смотрите, если нужны изнаночные, вернее, 2 лицевые, 2 изнаночные, то я делаю так. Изнаночную провязываю, да, обычно, привычно. Лицевую, смотрите, мне нужна вот эта следующая изнаночная будет. Я лицевую можно на дополнительную спицу снять и оставить перед работой. То есть вот так вот снять ее на дополнительную спицу, провязать изнаночную. И потом вернуть лицевую петельку, и получится у нас 2 изнаночные подряд провязываются, 2 лицевые подряд. Все, и так далее с остальными петлями. Или же просто я вот на спицах их могу поменять. Лицевую одеваю на левую спицу, а сзади поджимаю пальчиком и подхватываю сзади. Возвращаю ее обратно, изнаночную. То есть поменяла местами лицевую с изнаночной. И провязываю. Если мне нужна резинка 2 на 2, то я провязываю таким способом. 2 изнаночные у меня получаются, и сами по себе лежат 2 лицевые. Точно так же дальше повторяем. Снова 1 изнаночная уже есть после 2 лицевых. 1 изнаночная лежит. Да? 2 изнаночные, 2 лицевые у нас, 1 изнаночная есть, лицевую с изнаночной точно так же меняем местами. Но я сейчас хочу вязать резинку 1 на 1, поэтому я верну петли и к вам вернусь. Резинка начала кругового ряда у меня начинается с изнаночной. Это не беда, если нужно подправить, да, перешли на одну петлю. А 1 на 1 резинка еще проще. Изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая. 7-й ряд вяжем все петельки. Единственный момент не сказала, да, нужно перейти уже, вот я вязала спицами номер 3, теперь я перехожу на спицы номер 3,5, средние между теми, которыми я буду вязать. Так, вот эти петли я пересниму и провяжу весь ряд просто резинка 1 на 1. И заканчивается ряд лицевой. Все, 6-й ряд провязан. Теперь самое интересное. Берем какую-нибудь вспомогательную просто спицу и развязываем наш узелок. Кто-то мне писал, у меня не выдергивается нить. Значит, она где-то просто-напросто зажата петлями, которые мы не провязываем. Теперь внимательно. Развязали 2 ниточки и вытаскиваем вот эту вспомогательную. Она очень хорошо видна. Желательно ее даже взять, может быть, побольше, потолще в смысле. И вот эту ниточку мы будем просто вытаскивать. По одной. Вот подцепили, вытащили, подцепили,
вытащили, подцепили, вытащили. Вот таким образом, да. Если она мешается, ее можно подрезать прям ножницами. Близко к пряже не нужно, потому что можно пряжу поранить. И вытаскиваем эту ниточку всю. Так, внимание, где была одна, вот у нас, смотрите, появляются вот такие петельки. Первую петельку подхватываем, вот за нее и будем тянуть и вытаскивать. Сейчас вот наша вся вот эта резинка в размере увеличится. Сейчас она на данный момент пока стянута. Вот сейчас она у нас увеличится. Значит, первая петелька, которая торчит, вот мы пошли, вынимаем ниточку, и у нас вот такие петельки вылазят. Вот за счет них у нас сейчас мы ее вытянем, и у нас сразу диаметр увеличится. И чуть-чуть потяните, чтобы знать, не там, где две, смотрите внимательно, не там, где две, где начало было, а где конец ряда. В конце ряда вот эту петельку мы вытягиваем. Я специально брала вот эту ниточку, чтобы вам показать, что прекрасно все вынимается. Одна женщина писала, у нее не получается вынуть нитку. Так, значит, наша задача, мы сейчас снимаем вспомогательную. Последний, так сказать, штрих, вот вынимаем все с обеих сторон, вынули эту ниточку вспомогательную, все, она нам больше не нужна. Возвращаемся к этой вытянутой петельке, которую, не петельки, а ниточки, которую мы вытягивали. Напомню еще раз, если мы держим вязание, то это будет конец ряда. Мы в конце ряда начали вытягивать. В начале ряда мы набирали, у нас остался хвостик. Вот этот хвостик сейчас мы вытянем. Наша задача его вытянуть. Специально я брала вот эту пряжу, чтобы показать, даже на тонкой пряже, которая цепляется, казалось бы. Конечно, если вы будете вязать на более толстой пряже или там фактура другая, да, у нее не такая ворсистая, такая вот, которая цепляется, и потихонечку тяну. Видите, просто тяну, передергиваю постоянно, приближаю поближе. Здесь выпрямляю, распрямляю. Она где-то, да, там за счет вот этого пушистости, за счет своей, где-то там цепляется, ничего страшного. Я спокойно ее тяну, она не порвется. Если потеряется, порвется, я ее где-нибудь найду там и все равно вытяну. И вот такими... Вот она пошла, где-то она зацепилась, потом пошла. Если у вас ниточка другой фактуры, то, соответственно, будет гораздо легче ее вытянуть одним движением руки. Ну, там, двумя-тремя, образно я так говорю, да. Все, и просто ее выдергиваем. Так, ну, можно вот здесь подтянуть. Сейчас я покажу, горловина расправится вся. Продолжаю ее выдергивать. Прям буду делать при вас без остановки кадра, для того, чтобы вы убедились, что все это легко делается. Чуть-чуть она у меня вот туговато идет, но идет. Поэтому еще раз повторюсь, на пряже, которая толще, там фактуры, да, или там полушерсть любая, в любой метраж там 200, здесь 500 метров, здесь тоненькая ниточка. И постепенно она у меня... должен этот кончик я весь должна вытянуть, который у нас оставался от начала ряда. То есть вот у меня нить, которую я тяну, а это мой... Так, где мой кончик? И вот он мой кончик. Так, это ниточка, которая идет к клубочку. И продолжаю тянуть. Ну, уже практически все. Прям без отрыва. Все, ниточка вся вышла у меня. Что делать с этим концом нити, спрашивают. И вот сейчас, смотрите, все у нас, горловина уже стала все широкая, и я уже вяжу ее спокойно на 60 сантиметров. Ниточку банально отрезаем, она нам больше не нужна. Оставляем ту длину, чтобы там, кто привык иголочкой заправлять, чтобы иголочкой заправить. Любую длину оставляйте, какая вам нравится. Все. Эта ниточка мне не нужна. Все, далее на спицах этих же, то есть наборный край я сам делала 6 рядов на спицах трешечки, да, а на 3,5 дальше буду вязать резинку. Все, далее просто вяжем резинку на ту высоту, которая вам нужна. Итак, я связала на нужную высоту свою резинку, замеряю. 2,5 сантиметра мне достаточно. Так, а в этой у меня было для примера 3 сантиметра и плюс кетлевка около сантиметра. Далее нам нужно будет связать вот такую кетлевку. Вяжется она, вязать ее
нужен обязательно. Если вы не сумели или не получается по каким-то причинам связать фабричный край, да, или ленивы, может быть, не считаете нужным, да, то ложную кетлевку вязать нужно обязательно. Почему? Во-первых, кетлевка укрепляет вот этот ряд, чтобы у нас изделие после стирки не растянулось, не потеряло форму. Ну и в принципе для красоты, да, чтобы приблизиться максимально к фабричному краю. Итак, она вяжется, кетлевка, тоже по принципу полой резинки. Не меняя спиц, я остаюсь на тех же спицах. Точнее, перехожу на меньшие, на которые я вязала вот начало ряда. Вязала на трешке, резинку саму вязала на 3,5. И сейчас буду переходить опять снова на маленькие спицы. Это тоже важно, иначе получится очень растянуто вот здесь. Поэтому беру маленькие спицы, начинаю вязать точно так же, как мы вязали первый ряд в фабричном крае. Будем удваивать петли. И поехали, значит, вязать. Беру поменьше спицу, да, и начинаю накид, лицевая. Разница только в том, что мы будем все лицевые у нас теперь будут. Лицевая. И продолжаем так первый ряд. Так, заканчиваем первый ряд. Уже, значит, на маленьких спицах, на трешечке вяжу накид, лицевая последняя. Все. С накида мы начинали, лицевой мы закончили. Первый ряд ложной кетлевки у нас закончен. Далее что мы делаем? То, что у нас было накидом, мы будем провязывать, переворачиваем петельку и будем провязывать скрещенной изнаночной петлей. Скрещенная изнаночная второй ряд и лицевую снимаем. Она у нас была в предыдущем ряду провязана, поэтому мы ее снимаем. Нить остается за работой сзади. Снова накид переворачиваем, вяжем изнаночной петлей и лицевую снимаем. И продолжаем так до конца ряда. Накид провязываем скрещенной изнаночной петлей, лицевую просто переснимаем. Обратите внимание, что в вывязывании ложной кетлевки мы накид провязываем скрещенной петлей, а вот когда мы наоборот делаем фабричный набор петель, то мы здесь накид именно провязываем не скрещенный, и это важно, иначе потом будет очень сильно затянут край. Именно нам нужна там дырочка. Как видите, никакой дырочки здесь не видно. Итак, продолжаем второй ряд вязать до конца кругового ряда. И заканчиваем второй ряд изнаночный. Накид провязываем изнаночный. У меня обычная классическая изнаночная, никакая не скрещенная. Ой, кто-то мне писал скрещенная или перевернутая, перетянутая, обычная классическая. Итак, третий ряд у нас начинается. Третий ряд мы будем вязать так же, как и пятый. Теперь мы изнаночную снимаем, нить перед работой, а лицевую будем провязывать. Снова изнаночную снимаем, нить перед работой, лицевую будем провязывать. И повторяем так до конца ряда. Последняя у нас будет лицевая провязанная. Аналогично вяжем также, будем вязать точно так же пятый ряд. Уже повторно повторять, показывать не буду. Третий, пятый вяжем одинаково. Сейчас мы вяжем третий. И заканчиваем мы третий ряд. Изнаночную снимаем нить перед работой, и последний у нас лицевая. Далее четвертый ряд начинаем, и также будем вязать, точно так же будем вязать шестой ряд. И потом уже четвертый и шестой вяжем одинаково, в седьмом встречаемся, будем завершать нашу ложную кетлевку. Так, в четвертом ряду вяжем следующим образом. Теперь у нас изнаночная будет провязываться. Наоборот, в том ряду мы ее снимали в предыдущем, в этом будем провязывать. Лицевую снимаем не провязанная нить за работой. Снова изнаночную провязываем, лицевую снимаем, не трогаем. Нить перед работой, за работой, простите. И продолжаем так до конца ряда. Вот и заканчиваем. Изнаночную провязываем, лицевая снимается нить за работой. Четвертый ряд закончен. Так оставляем ниточку лицевую, мы сняли, так и оставляем. Теперь у нас пятый и шестой ряд вяжутся. Пятый вяжется как третий, шестой вяжется как четвертый. Аналогично. То есть снимаем сейчас изнаночную петлю, нить перед работой. Это начинается пятый ряд. Лицевую провязываем наоборот. Изнаночную теперь снимаем.
нить перед работой лицевую провязываем, вяжем 5-й ряд до конца, и 6-й мы вяжем точно так же, как 4-й, встречаемся в начале 7-го ряда. Так, закончен у меня 6-й ряд. Здесь, в принципе, по желанию можете вязать, возможно, 7-й, да, если вам кажется мало. Если посмотреть в сантиметрах, это будет так, вот так вот. Примерно около 1 ряда. В принципе, задача выполнена. Нам нужно утолщение, да, для того, чтобы все это не деформировалось, чтобы это было все аккуратно, как вот так. Ну, как вот здесь вот. Примерно 1 сантиметр, этого будет достаточно. Теперь беру основные спицы номер 4, то есть какими я буду вязать полотно. Маркер пусть пока остается на своем месте. И последний завершающий ряд просто провязываем по 2 вместе. Вот тут вам решать, хотите провязывать лицевыми. У меня на канале есть 2 ложные кетлевки, одна заканчивается лицевыми петлями, и другая заканчивается изнаночными петлями. В данный момент вообще мне полюбился способ, когда он заканчивается изнаночными петлями, получается вот такая вот красота. Вот здесь вот сейчас не видно, я показывала в начале видео на серой пряже. На мой вкус, по изнаночными петлями заканчивать намного красивее получается. Берем просто 2 петелечки, провязываем их вместе. И нравится лицевыми, вы попробуйте 10 петель провязать лицевыми, 10 там изнаночными. Вот какой вам вариант понравится, таким можете пользоваться. И так далее. До конца ряда я провязываю по 2 вместе изнаночной петлей. Все, последний ряд завершаю, последних у меня 2 петелечки, и подтягиваем изнаночную эту, и последних 2 еще. Все, перешла я на спицу номер 4. Все, далее мне уже надо вывязывать будет росток, как положено. Ссылочку оставлю внизу. Я с вами не прощаюсь, я говорю вам до свидания, а это прогноз на завтра. 100% вероятность того, что я буду вязать.